Если ваше мышление соответствует вашей среде, вы продолжаете создавать одни и те же иллюзии. Изменение начинается с того, чтобы мыслить выше своей среды, выше обстоятельств и условий в вашей жизни. Каждый великий человек в истории понимал это, будь то Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, братья Райт или Жанна Дарк. Кем вы являетесь на самом деле? На самом деле, мы не являемся телом, живущим в этой среде, или идентичностью, связанной с людьми и действиями вокруг нас. Мы нематериальны. Мы чистое сознание, использующее тело для самовыражения. Подумайте об этом. Большинство людей проводит большую часть своей жизни, полагаясь на свои чувства для определения реальности. Они становятся материалистами, и в таком состоянии управление берет на себя примитивный мозг, заставляя нас реагировать на все, что происходит в нашей жизни. Творческое состояние является полной противоположностью привычному восприятию. Когда вы находитесь в истинном состоянии создания, происходит удивительное. Вы забываете о себе, становитесь бескорыстным, теряете ощущение времени и пространства. Когда вы достигаете этого состояния и начинаете представлять новые возможности или изобретать новый способ существования, активируется передняя часть мозга, высшее проявление человеческой природы. Она снижает восприятие времени и пространства, так что в этот момент единственным реальным становится ваша мысль. Когда это происходит, мозг воспринимает мысль как опыт, затем обновляет свою структуру, устанавливая нейронные связи и изменяет себя до фактического события. В этот момент, когда мы переходим от выживания к творению и забываем о нашем обычном «я», гормональные центры выключаются, и энергия поднимается в сердце. Вы начинаете влюбляться в момент, погружаетесь в настоящее, забывая о будущем и прошлом. Это то, что я называю естественным состоянием бытия. Можете ли вы поверить в будущее, которое пока не видите и не можете ощутить с помощью своих чувств, но о котором думали достаточно раз, чтобы ваш мозг изменился, как будто событие уже произошло? Последние исследования в области нейробиологии показывают, что вы можете изменить свой мозг, переходя от жизни в прошлом к жизни в будущем. Можете ли вы полюбить эту визуализацию настолько, чтобы выйти из своего привычного состояния и превратить чувство вины или страдания в состояние вдохновения, радости и благодарности? Когда вы достигаете этого уровня, ваше тело, как бессознательный ум, не различает между внешним событием и тем, что вы создаете внутри. В результате ваше тело начинает верить, что оно живет в этом будущем в настоящем моменте. И вы начинаете активировать новые гены, чтобы ваше тело выглядело так, будто событие уже произошло. Последние исследования в эпигенетике подтверждают, что вы можете изменить свое тело только с помощью мысли. Подумайте об этом. Если в вашем мозге и теле есть физические доказательства того, что событие уже произошло, значит, ваш мозг и тело больше не живут в прошлом, а находятся в будущем. И вы сможете уверенно шагнуть к своей мечте. Каждый из вас в своей жизни сделал что-то замечательное. Однажды вы проснулись, или у вас возникла неожиданная мысль, которая открыла перед вами возможность в будущем, что-то новое, что вы хотели бы испытать. В тот момент, когда вы начали размышлять об этом опыте и о потенциальной реальности, вы активировали часть вашего мозга, известную как лобная доля.
Это 40% вашего мозга и его творческий центр, который связан со всеми другими частями мозга. Когда вы задали себе вопрос, каково это быть лидером? Каково это быть успешным? Каково это увидеть свою мечту сбывшейся? Вы включили эту часть мозга. Остальная часть мозга состоит из автоматических программ, а лобная доля, как творческий центр, пробуждается. Она связывает себя с остальными участками мозга, выступая в роли директора, руководителя симфонии. Как только вы начинаете проявлять креативность, лобная доля начинает выбирать различные нейронные сети, которые хранятся в вашем мозге на основе вашего опыта и знаний. Когда вы задаете вопрос «а что если?», она начинает соединять эти сети, заставляя ваш мозг работать в новых последовательностях, паттернах и комбинациях. И каждый раз, когда вы заставляете свой мозг работать иначе, вы меняете свое сознание. Разум — это мозг в действии, мозг, который работает. Когда нейроны начинают активироваться одновременно, в вашем сознании возникает образ, голограмма, видение, абстракция. Для тех, кто страстно увлечен своими мыслями, эти мысли начинают порождать возвышенные эмоции. Они становятся вдохновленными, чувствуют энтузиазм и наполнение, как будто Бог находится в них. Они открывают свои сердца и начинают сочетать четкое намерение с высокой эмоцией. Исследования неоднократно показывают, что именно это сочетание четкого намерения и возвышенной эмоции приводит к фундаментальным изменениям в человеке. Биологическим и внутренним. Их мозг и тело переходят от жизни в прошлом к жизни в будущем. В этот момент, когда вы вышли из привычного состояния, вы начали записывать все, что собирались сделать для достижения этой цели, все выборы, которые собирались сделать, все события и цели, которых хотели достичь, а также эмоции и радость, которые вы будете испытывать. Когда вы это делали, вы настраивались на свою судьбу, и затем вы сделали нечто замечательное. Вы записали те выборы, которые не собирались делать, осознав поведение, которое не собирались демонстрировать. Вы начали пересматривать определенный опыт, от которого хотели бы держаться подальше, и затем обратили внимание на эмоции, которые опускают вас на более низкий уровень. Вы начинаете отделять старое «я» от нового. Когда вы это делаете и наблюдаете за старым «я», это означает, что вы больше не являетесь программой. Теперь вы — сознание, наблюдающее за этой программой. В этот момент вы начинаете объективировать свое субъективное «я». Предположим, у вас были довольно тяжелые переживания в прошлом, которые вызывали у вас чувство грусти, неполноценности, вины и осуждения. Вы настолько привыкли к этим ощущениям, что они стали для вас нормой. Чувствуя себя жертвой, вы начинаете обвинять других, жаловаться, оправдываться и жалеть себя. Это ваша личность. Вдруг вы говорите: «Сегодня я больше не буду так себя вести, потому что это мое старое «я». Вы начинаете свой день, и все идет хорошо около 2 или 3 часов. Но затем, когда вы понимаете, что больше не делаете те же выборы, что и раньше, вам станет некомфортно. Это будет незнакомо, неопределенно, с элементами непредсказуемости. Мы знаем, что многие люди предпочитают держаться за свою вину и неполноценность, чем шагнуть в неизвестность, потому что хотя бы в этом состоянии они могут что-то чувствовать. Итак, как только вы перестанете делать привычный выбор
Готовьтесь к дискомфорту. Это момент, когда вы приближаетесь к новому «я». Мы называем это «войти в реку перемен». Это интересно. Потому что, чтобы изменить что-то в нашем теле, изменить окружающую среду или перейти на новую временную линию, нам нужно забыть о нашем текущем теле, текущей среде и о нашем представлении о времени. Мы должны стать чистым сознанием. Вы не можете просто так войти в квантовое поле. Нужно пройти через эти двери. Сознание — это осознание, а осознание — это внимание и наблюдение. Это невидимое поле интеллекта, будь то дух, квантовое поле или универсальный разум, одновременно личное и универсальное. Оно внутри вас и вокруг вас. Мы можем развеять мифы об этом. Это тот же самый интеллект, который поддерживает ваше сердце в работе, перекачивая 8 литров крови в минуту, 400 литров в час, 100 тысяч раз в день по 100 тысячам километров кровеносных сосудов. Никто не обращает внимания на то, что что-то дает нам жизнь. Каждую секунду мы производим 10 миллионов клеток, потому что теряем столько же. В одной клетке вашего тела происходит порядка 100 тысяч химических реакций в секунду. Теперь умножьте это на 70 или 100 триллионов клеток, составляющих ваше тело. Существует интеллект, который дарует нам жизнь, но большинство людей никогда не уделяют время для взаимодействия с этим сознанием. Они не начинают формировать план или шаблон, не позволяют ему проявляться в своей жизни, потому что слишком отвлечены эмоциональными условиями окружающей среды, которые подтверждают их зависимости и отвлекают от внутреннего пути. Если к концу этой недели у вас не будет ясного видения в голове, вся эта информация останется философией, теорией и интеллектуальными данными, хранящимися в вашем мышлении. Однако будет определенный процент людей на нашем канале, которые применят эту информацию, персонализируют ее и продемонстрируют. Те, кто усвоит информацию и сможет ее воспроизвести, начнут думать о том, как ее использовать. Когда они начнут размышлять о своих действиях, они начнут устанавливать нейронные связи в своем мозге, подготавливая себя к новому будущему. И когда вы возьмете всю эту информацию и зададитесь вопросом, как применить ее в своей жизни, вы сделаете важный шаг вперед. Когда ваше поведение соответствует вашим намерениям, а действия равны вашим мыслям, вы слушали великих лидеров и получили конкретную информацию о успехе. Вы понимаете, что это такое. Но большинство эмоциональных интеллекта и то, как изменить культуру, теперь нужно применять в своей жизни. Если вам удастся это сделать, вы получите новый опыт, который обогатит нейронные цепи вашего мозга. Ведь именно это делает опыт. В результате вы почувствуете себя лидером, успешным и ясным. В тот момент, когда вы ощутите эти чувства, вы обучаете свое тело химически понимать то, что ваш разум усвоил на интеллектуальном уровне. Можно сказать, что знание предназначено для разума, а опыт — для тела. В этот момент вы воплощаете лидерство, успех и ясность, потому что эмоция — это опыт в химической форме. Как только вы почувствуете эту эмоцию, вы обучаете свое тело химически осознавать то, что ваш разум уже понял. Вы воплощаете знание. И вот где вступает в дело эксперт. Если вы испытали этот опыт один раз, вам нужно уметь его повторить.
Великие люди в мире, которые не идут на компромиссы, продолжают работать над воспроизведением этого опыта. Если вы сможете воспроизводить этот опыт снова и снова, нейрологически и химически, вы подготовите свое тело стать умом этого опыта. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.